приобретен вот такой вот быстросменный резцесодержатель вместо стандартного, потому что стандартные резцы на 12 у меня не заходили как надо, не становились. Ну, по-любому бы купил такой. Удобство колоссальное, конечно. И есть тут типа вот такой вот, но не держится закрученным. Все, надо локтайлом и, наверное, бы его. Вот здесь было бы хорошо, допустим, взять и поставить тоже такую вот, ну, ручку, да, чтобы зажимать. Может быть, надо повернуть резцесодержатель под углом, там все. Ну, как бы вот так вот. Купил такие вот резцы и кассет для них. Сейчас еще приедет еще вот такой, только острее, да. Каждому резцу купил по 10 пластинок, так что на определенное время хватит. Для того, чтобы закреплять вот такие вот квадратные заготовки, я постоянно имел проблемы с ними, закрепить их сюда в патрон. Надо было просверлить, потом туда крутить болт. Поэтому на данный момент этот вопрос решил таким макаром. Купил вот такую вот пиноль. Она вот от задней бабки. Вставляешь ее туда. И, соответственно, вот такой конус с вот такими вот ребрами. И любую заготовку можно крутить, подогнать. Нужно это мне в основном для того, чтобы подготовить вот для вот этой вот поворотки заготовки. Ну, скажу так, что немножко лоханулся, да, первоначально я купил такой вот. Тоже хорошо, все входит без проблем, но проблема в том, что он вот у меня не влезает туда в патрон. И, соответственно, вот он сколько выступает. И все можно было проточить, но на данном станке сделать хорошо эту операцию навряд ли получится, по крайней мере на данный момент. Так что вот так вот, что мы имеем. Теперь далее. Для того, чтобы придать ему более-менее так, без больших, скажем так, телодвижений и затрат, купил сюда два подшипника. То есть эти подшипники поменяю. Думаю, что здесь обычные роликовые. Хочу поставить тоже роликовые, но конусные. Говорят, с ними будет возможность срезать отрезным резцом. Посмотрим. И купил еще подшипники вот к этому. Ну, чтобы не было, скажем, вот так вот этих вот лифтов, да. Чтобы можно было. Теперь у меня есть еще такая ручка взамен вот этой штатной, да. Вот у меня есть такая ручка с нониусом тут все. Но проблема в том, что китайцы мне дали с другим радиусом тут. Теперь надо будет придумать что-то, чтобы закрепить ее там. Ну, придумаем. Это в том случае. Что еще не сказал. Я еще, так как видели, что двигатель, как начинается под нагрузкой, да, то он очень сильно сбавляет обороты. То есть эта электроника, которая внутри, не поддерживает, не компенсирует, скажем так, да. Поэтому купил серводвигатель. Ждем, должен приехать, посмотрим. На 750 ватт. Надеюсь, хватает его. Так вроде бы почитал по форумам. Одно, другое, говорят, должно хватить. По размерам он как бы вроде бы не больше этого стандартного. Значит, должен влезть. Максимально на нем можно дать 6000 оборотов там в кратковременных таких режимах. А номинал 3000. Ну, сами понимаете, на токарном
не нужно. На токарном по металлу не нужно такие обороты. И вот теперь я сижу и думаю, что делать дальше. И прошу у вас совета, может быть, кто-то что-то скажет интересное. Меня интересуют не технические детали, а идеи, мысли. Что делать? Вот поставить ему электронную гитару и сохранить, скажем так, получить определенную автоматизацию по проточке, по нарезке резьбы, по нарезке шаров, там, конусов и все там подобное. Или перевести его сразу в ЧПУ. Потому что если с гитарой, да, то там это фактически ручной станок. Только получаешь определенное удобство, да, в автоматизации. А все остается так, как оно есть. Ежели делать ЧПУ станок, то здесь уже немножко все по-другому. Придется менять винты, и гайки там не разомкнутые. Значит, считай, что постоянно станок скажем так, да, его можно будет использовать только под двигатель. Конечно, делают с этими энкодерами, да, такие подачи, я видел, да, на поперечку и на вот это самое, где там через переключатель переключают оси, где прямо есть так два энкодера, это видел на суппорте, довольно красиво сделано. Но по рассказам человека все равно точить не получается. Можно подвести резец, можно там что-то подправить, но полноценно работать со станком, как вот через ручные, да, вот штурвальчики эти, никак не получается. Поэтому, если переведем его в ЧПУ, то он станет просто ЧПУ, да. Все, что надо будет на нем делать, это будет делаться через CAD-систему. Плата у меня есть у меня такая плата, да, вот как на этом станке, как на том. Там 3 оси. Я просто думаю, что, допустим, одну ось поставлю на шпиндель, и тут 2, и мне достаточно. Есть еще плата, и она имеет вот такой вот экранчик, да, сенсорный, через который можно управлять. Там, я имею в виду, подвести резец, там обнулиться, там все. Но есть у меня плата еще тоже под ГРБЛ, но 6-осевая. Там интерфейс уже только через интернет. То есть можно там через планшет, телефон, через компьютер, посредством Wi-Fi, Bluetooth, можно соединиться, можно передать файлы сюда, все. И долго искал, но все же таки вот напоролся на нее, да, потому что думал, что уже нету, да, что-нибудь, такое простое, бесплатное, для того, чтобы можно было генерировать код. Скажем, в том же Fusion, да, есть вот эта вот бесплатная версия, но там даже в токарке есть многие ограничения. Поэтому нашел такую замечательную программку GRBL GRU. Вот, думаю, буду я ее использовать для этих целей. Генерировать файл ею. И посмотрим, что получится. Я просто еще не знаю, что делать, куда идти, в какую сторону. Потому что, знаете, как тот кот. И сметану хочется, и мышку хочется, и то хочется сохранить, и то хочется, и то. Спасибо вам за внимание.